Глава 54. Сэлянь обернулся и посмотрел на понурившуюся каменную статую неподалеку. В одном Цзэжун оказался прав, я самый настоящий неудачник. Хуа Чен возразил. И ты поверил в болтовню этого никчемного отродья. Да он сам ничего не добился, кроме того, что научился быстро бегать и лишил врагов удовольствия себя убить. За 800 лет валяния дурака даже до непревзойденного не повысили. Бить такого, только руки марать. Сэлянь дернул уголком губ, быстро бегает, не дает себя убить. Если подумать, разве то же самое нельзя сказать про него самого? И разве он не валял дурака 800 лет, а в итоге докатился до того, что имеет сейчас? Когда он впервые увидел Лан Цаньцу в качестве вознесшегося бога войны восточных земель, причисленного к чиновникам верхних небес, все такого же, как раньше, прямолинейного и непосредственного юношу, который мог запросто захрапеть на скучном собрании, Сэлянь почувствовал радость и удовлетворение. Но начиная с сегодняшнего дня неизвестно, какие изменения произойдут в характере Лан Цаньцу. Он отправился на поиски праха Цзэжуна, но когда найдет и вернется, как он отнесется к принцу? Захочет ли поквитаться? Сэлянь поднялся, медленно подошел к каменной статуе и посмотрел на нее с другой стороны. Лицо действительно оказалось точной копией его собственного, только вырезанное плачущим, слезы текли по щекам, а черты искажались до такой степени, что становились ужасно некрасивыми. Поглядев на изваяние, Сэлянь вздохнул, поставил руку на голову статуи и приложил усилия. Когда он убрал руку, по щекам изваяния бесшумно поползли две трещины, после чего плачущее лицо разбилось. Статуя развалилась, обернулась множеством мелких камней и рассыпалась по полу, теперь ее нельзя было снова собрать. Когда Сэлянь развернулся, его лицо снова приняло мягкое и спокойное выражение. Он потер точку между бровей и произнес. «Боюсь, что Цзэжун спрятал в своем логове еще немало живых людей. Отправлюсь на поиски, нужно вызволить несчастных». Хуа Чен тоже поднялся. «Идем». После случившейся неразберихи младшие слуги Цзэжуна разбежались кто куда, а те, кто не сбежал, спрятались во тьме и не решались высунуться. Двое побродили по пещере и поймали пару невезучих демонят, чтобы те показывали дорогу, после чего обнаружили множество гротов со свежатиной. По приблизительным подсчетам Цзэжун утащил в свое логово и собирался сожрать не меньше 300 живых людей, либо жителей окрестных деревень, либо прохожих странников. По дороге, натыкаясь на клетки, они выпускали пленников. Совершая благое дело, Сэлянь понемногу успокоил расстроенные чувства. К тому же, теперь у него появилась свободная минутка, чтобы поболтать с Хуа Ченом. Поэтому принц, поразмыслив, начал. «Кстати, Сань Лан, я хотел спросить у тебя кое о чем». «О чем? Как ты узнал, что этот Цзэжун из тени руководил инцидентом на перу чистого золота?» Поначалу принц недоумевал, для чего Хуа Чен привел их с Лан Цаньцу в логово лазурного демона, теперь же все понял. Хуа Чен добивался, чтобы Лан Цаньцу сам услышал из уст Цзэжуна правду о случившемся. О том, что я и есть Фан Синь, Цзэжун не знал. А если бы узнал, привязался бы ко мне еще тогда. Позднее мне стало известно, что бывший императорский дом Синьлэ втайне совершил немало диверсий, но я не представлял, что за всем этим стоит Цзэжун. Как тебе удалось прознать об этом? И как давно ты знал? Недавно. Хуа Чен шел бок о бок с принцем, заведя руки за спину. Мне несколько раз приходилось иметь дело с Цзэжуном, поэтому нужно было узнать всю его подноготную. Так я выяснил, что при жизни он принадлежал к народу Синьлэ и всей душой ненавидел Юнань. Кроме того, имеет обыкновение умышленно сеять раздоры, подстрекать к ссорам и создавать конфликты. Он стоял во главе нескольких крупных покушений на императорскую семью государства Юнань, но каждый раз тщательно скрывал свою личность. Сэлянь покачал головой. Так значит, он давно ступил на кривую дорожку. Ему повезло, что он скрывался. Если бы чиновники верхних небес узнали, что он вмешивается в дела простых смертных, давно привлекли бы его к ответу. Случившееся на перу чистого золота весьма соответствовало той манере, в которой привык действовать Цзэжун. Поэтому я все время считал его закулисным кукловодом, а советника Фан Синя его приспешником.
Но когда Лан Цаньцу в чертогах верхних небес опознал тебя как Фан Синя, я понял, что Фан Синь и Цзэжун просто не могли быть заодно. Шаги Сэляня замедлились. Очевидно ведь, что Хуа Чен тогда не присутствовал в небесных чертогах, но при этом прекрасно осведомлен, что произошло во дворце Шэню. Но и это еще не все, ему известно о кровной связи между Сэлянем и Цзэжуном, а также о случившихся между ними размолвках. Хуа Чен продолжал. Однако я по-прежнему склонялся к версии, что за всем этим стоит именно Цзэжун, по крайней мере, он начал действовать первым. Когда на трон взошел отец Лан Цаньцу, жизнь простых людей, выходцев из Синьлы, заметно изменилась к лучшему, они уже не хотели столь сильно, как раньше, отомстить мятежникам и возродить государство. Единственные, кто еще мог вспомнить об этом, потомки императорского рода Синьлы. На тот момент такой человек остался лишь один, и это был князь Аньлы. И если Цзэжун собирался использовать кого-то для разжигания переворота, выбор непременно пал на этого юношу. Но обстоятельства сложились столь удачно, что вскоре после пира чистого золота Аньлы скоропостижно скончался от болезни. Вот только до этого никогда и ничем не болел, разве не очевидное несовпадение? Сэлянь кивнул. Хуа Чен продолжил. Поэтому намного вероятнее, что он был убит, и к тому же причина убийства связана с пиром чистого золота. Вначале под подозрение попали члены императорского дома Юнань. Однако если бы это совершили они, то следом пострадали бы и остатки народа Синьлы, чего не произошло, значит предположение неверное. Перебрав все варианты, я пришел к выводу, который мы имеем сейчас. Сэлянь улыбнулся и со вздохом произнес. Имея так мало подсказок, ты все же смог догадаться о картине в целом. Это было несложно. Для начала нужно было лишь хорошо узнать причастных к делу людей, только и всего. И в этом ты преуспел. Вот только в твоих рассуждениях имеется одно важное условие, которое мне не совсем ясно. Какое? Откуда ты знал, что этот Цзэжун начал действовать первым на пиру чистого золота? Я не знал, что это наверняка сделал он. Я был уверен лишь в том, что ты не мог. Услышав эти слова, Сэлянь стер улыбку с лица. Помолчав, он спросил, почему, если бы ты, признав вину, высказал иную причину, тогда я, возможно, поверил бы в твою причастность. Но государь Юнань был добросовестным правителем, который пользовался всенародным одобрением, а Лан Цаньцу сказал, что ты объяснил ему свой поступок тем, что не мог видеть их сидящими на троне. И это действительно те слова, которые мог сказать человек, желающий захватить власть. Но в твоих устах они звучат как неуклюжая попытка очернить себя. Услышав фразу «очернить себя», Сэлянь беззвучно усмехнулся и спросил. «Очернить себя? Но ты не допускаешь возможности, что я на самом деле так думал. Что в глубине моей души тоже скрывалась малая толика ненависти. Пускай ты так думал, и что с того? Ты бы все равно так не поступил». Сэлянь плотно сомкнул губы. Лишь спустя какое-то время он снова заговорил. «Сань Лан, если честно, я совсем не такой, каким ты меня представляешь». Он закрыл глаза и покачал головой, словно не знал, стоит ли продолжать. Хуа Чен сказал, «Говори, ничего страшного». Помявшись, Сэлянь все-таки продолжил. «Я считаю, что в этой жизни не стоит лелеять слишком больших надежд по отношению к кому бы то ни было». От Хуа Чена послышалось короткое «о», затем он добавил. «И что же в твоем понимании означает лелеять слишком большие надежды?» Сэлянь ответил, «Людям не нужно слишком идеализировать кого-то. Если за всю жизнь они ни разу не пересекутся и будут лишь издали смотреть на призрачную тень, то ничего страшного. Но что если они познакомятся, станут постепенно узнавать друг друга, и рано или поздно настанет день, когда станет ясно, этот человек совсем не такой, каким они его представляли, а, может, и вовсе противоположный идеалу. Тогда их постигнет жестокое разочарование». Хуа Чен возразил, «Вовсе не обязательно, разочаруется кто-то или нет, меня это не заботит. Но для некоторых одно существование этого человека уже само по себе является надеждой». И хотя он вовсе не уточнил, кто эти некоторые, и о чьем существовании идет речь, да и тон его голоса звучал совершенно спокойно, будто он говорил о чем-то незначительном,
сердце Сэляня, тем не менее, вдруг воспарило легким облаком. Он остановился и долго не мог выговорить ни слова. Спустя время принц вдруг спросил: «Сань Лан, кто ты такой?» Хуа Чен тоже остановился, обернулся и посмотрел на него. Сэлянь встретился с ним взглядом и серьезно произнес: «Ты знаешь, кто такой Цзэжун», выяснил всю его подноготную. «Тебе известно, кто я, поскольку смог нарисовать картину наследного принца под маской бога. Ты видишь меня насквозь. Ты знаешь очень многое, и, возможно, даже больше». Хуа Чен приподнял брови. «Разве я не всегда знал очень многое?» Сэлянь покачал головой. «Это другое». Он пристроил ладонь левой руки под локоть правой, а правой рукой потер подбородок, чуть призадумавшись, затем произнес: «Мне все время кажется, что ты мой старый друг, который знал меня, должно быть, с давних пор, возможно, во времена моего первого вознесения нет, возможно, даже раньше. Но я правда не помню, чтобы когда-либо встречал такого человека, как ты. Встретив такого, как Хуа Чен, лишь однажды, наверняка больше никогда его не забудешь». И Сэлянь не припоминал, чтобы бился головой до потери памяти. Так что если уж они были знакомы, то не существовало причин, по которым принц мог не запомнить этого. Сэлянь внимательно посмотрел на Хуа Чена и, несколько озадаченный, спросил: «Так кто же ты? Я знал тебя раньше». Хуа Чен ничего не ответил, лишь мягко улыбнулся. И до Сэляня немедленно дошло, что задавать подобные вопросы – верх неприличия. Настоящее имя демона обыкновенно хранилось в строжайшем секрете, и кроме сумасшедших, подобно Цзэжуну, которых нельзя было оценивать с точки зрения общепринятых норм, разве кто-то стал бы без веской на то причины сообщать его посторонним людям? Сэлянь поспешно исправился: «Прости, не обращай внимания, я просто спросил, не подумав. Тебе не обязательно отвечать мне, да и не важно вовсе, кто ты такой». Внезапно глаз Хуа Чена чуть прищурился. Сэлянь тоже что-то почувствовал и обернулся. За спиной в тоннеле неподалеку послышался шум, а потом звонкий женский голос. «Я же говорил, что в женском обличии не только магические силы прибавляются, но и везение намного больше. А вы не позволяли мне перевоплотиться. Ну что, теперь поверили? На этот раз я выбросил верное число». Голос принадлежал Ши Цинсюаню. У Сэляня вырвалось: «Ваше превосходительство». И в самом деле, из тоннеля на зов выбежала заклинательница в белых одеяниях. Увидев Сэляня, она с горящими глазами воскликнула: «Нашелся, его высочество наследный принц здесь». Однако стоило ей увидеть Хуа Чена рядом с Сэлянем, выражение лица мгновенно переменилось, заклинательница отскочила назад и выставила перед собой веер повелителя ветров. Сэлянь еще ничего не успел сказать, когда из тоннеля раздался еще один мужской голос. «Нашелся, что с ним?» Послышались шаги, а следом показался и хозяин. Это был Фэн Синь. В левой руке он держал длинный лук черного цвета. При одном взгляде на Хуа Чена он немедля вскинул оружие и натянул серебристо-белую тетиву, приготовившись в любой момент стрелять. Хуа Чен, вместо какой-либо оценки происходящему, прыснул со смеху. Сэлянь же поспешно проговорил: «Давайте решим все словами, уберите оружие». На узкой дорожке в логове лазурного демона встретились четверо, которые теперь парами стояли друг напротив друга. Фэн Синь натянул лук до отказа. Тонкий луч божественного сияния в его правой руке превратился в оперенную стрелу, которая нацелилась на Хуа Чена. Он заговорил первым, голос его звучал угрожающе и непоколебимо. «Ваше Высочество, подойдите сюда, сейчас же». Фэн Синь получил этот лук в дар от самого Цзюньву. Оружие называлось лук бога ветров и являлось крайне мощным артефактом, против которого было нелегко сражаться. Сэлянь, побоявшись, что он в самом деле спустит тетиву, в мгновение ока очутился перед Хуа Ченом. Принц совершенно не ожидал, что Хуа Чен схватит его сзади и затащит к себе за спину. Жест этот стал неожиданностью для обоих небожителей, явившихся со спасательной миссией. Ши Цинсюань тут же вскинул руку и воскликнул: «Хуа Чен, собиратель цветов под кровавым дождем. Ты давай без самоуправства. Твой дом блаженства был сожжен по неосторожности. Если у тебя есть какие-то претензии, можем все обсудить, чертоги верхних небес возместят ущерб».
Владыка вполне в состоянии заплатить. Отпусти его высочество, остальное легко уладить.